магии существует представление о спирали развития, когда маг в течение ряда воплощений проходит эволюцию своего сознания. Явление, когда, начиная с определенного момента, маг начинает помнить свои предыдущие воплощения, называется полным сознанием. Прошлые воплощения человека называются инкарнациями. Те инкарнации, которые в новом воплощении сохраняют активность, называются союзниками. Маг использует союзников как существ, являющихся одновременно и частью личности данного человека, и, с другой стороны, духами, элементами, то есть умершими людьми. Союзники – часть правого полушария человека, часть подсознания. Состояние, в котором находятся прошлые инкарнации данной личности, можно описать как архивацию или сжатие информации. То есть союзников можно описать как разархивированное состояние прошлой личности. Поскольку союзники – часть правого полушария, то при взаимодействии с ними в внутреннем диалоге сознание мага, левое полушарие, получает доступ к правому полушарию и каналу связи с внешним миром. То есть магические способности, возможность изменять мир своим сознанием напрямую зависят от активности союзников. В магии время определяется как цепочка событий. События как энергетическое взаимодействие. Количественно события отличаются друг от друга выделенной энергией. События, в ходе которых выделяется больше энергии, называются значимыми. Если рассмотреть информацию, содержащуюся в левом и правом полушариях, то можно сказать, что левополушарная информация более значима. Эта информация делится на текущую, получаемую извне через органы чувств, и сохраненную в памяти. Наибольшую значимость имеет информация, получаемая сейчас, в настоящее время стихия огонь. Информация, сохраненная в памяти, прошлое время стихия вода, имеет меньшую значимость. Если отключить вход информации, органы чувств, то доминантной оказывается информация из памяти. Такая работа сознания, связанная с исследованием информации, называется медитативной техникой. Существует внешняя медитация, внимание при которой сосредоточено на внешнем сигнале. Внимание при этом концентрируется не только с помощью органов чувств, внечувственное восприятие. При внутренней медитации происходит считывание внутреннего сигнала. Можно себе представить, что источником сигнала является память, регрессия. В этом случае происходит смещение сознания по цепочке событий от настоящего времени в прошлое, к моменту рождения. Однако при достижении нулевой или начальной точки внимание переключается на область правого полушария, связанную с прошлыми воплощениями, стихия Земля. Таким образом, технология регрессии позволяет переключиться от воспоминаний этой жизни к событиям прошлых воплощений. Здесь выделяются союзники, обладающие энергией больше, чем просто архивированные личности. Союзники имеют более высокий уровень сигнала, значимость. В результате происходит считывание накопленной этими личностями информации. Однако при этом переживание этих событий добавляется к своей истории. И эта история выходит за пределы одной личности, что влияет на обстоятельства ее последующих воплощений. Работа, связанная с преобразованием формата текущей личности, называется сборкой личности. Когда несколько сознаний объединяются в коллективное, можно говорить о возникновении горизонтального эгрегора. Здесь термин «горизонтальный» означает нахождение сознаний в одном временном горизонте, в одном времени. В отличие от этого горизонтального эгрегора, при сборке личности формируется вертикальный эгрегор, так как соединяющиеся личности существуют во времени последовательно. Есть некая аналогия между горизонтальными и вертикальными эгрегорами. Если рассмотреть минимальный горизонтальный эгрегор, то это будет эгрегор семьи, базовой ячейки социума. Он будет устойчивым в том случае, если состоит не менее чем из 3 человек, родители плюс ребенок. Аналогичным образом, вертикальный эгрегор можно считать сформированным в том случае, если он включает в себя не менее 3 личностей. То есть при добавлении к текущей личности еще 2 возникает устойчивый вертикальный эгрегор. Такой эгрегор формирует в последующем воплощении размещение этой личности на базе левого и правого полушария одновременно. То есть, в отличие от обычной, архивированной в правом полушарии личности, такая личность уже не архивируется, а занимает также и левое полушарие. В итоге можно говорить о восстановлении в последующем воплощении текущей личности. Это явление, как я уже говорил, называют полным сознанием. Можно назвать это личным бессмертием. После совершения практики сборки личности, личность становится бессмертной. Однако такое бессмертие не предусматривает непрерывного существования. Оно включает в себя цепочку последующих рождений.
Существует практика работы с выходом из тела, которая позволяет магу в течение некоторого времени после смерти находиться в осознанном состоянии. Этот опыт дает возможность магу выбрать новых родителей и воплотиться в желаемом месте. Тем самым маг может не только восстановить личность в следующей жизни, но и создать для своего будущего развития оптимальные условия. Такое развитие называется вертикальной эволюцией. Особенностью вертикальной эволюции является то, что маг занимается ей. Эволюция сознания обычного человека происходит случайным образом. Участвуя в религиозных ритуалах, обычный человек, касты 1-3, взаимодействует с эгрегором религии по высокой частоте. Это формирует ментальное тело такого человека неосознанно, без его явного участия и понимания процесса. Для мага процесс эволюции сознания контролируемый и управляемый. Более того, это главный процесс, связанный с развитием магических способностей. Если для обычного человека продвижение в социуме достаточно формальное действие, связанное с получением статуса, общественного признания, обладанием большими деньгами и формальной делегированной властью, то продвижение в магическом социуме связано с развитием реальных магических способностей. Маги разделяются по стихиям и уровням сознания. Принадлежащие к одной стихии маги образуют стихийный клан. Эти кланы описаны в малых арканах Таро. Иерархия клана начинается с двоек и заканчивается тузами. Позиции с двоек до десяток малых арканов соответствуют статусу адептов, идущих по пути, и обозначаются градусом посвящения от 2 до 10. Позиции от валетов до тузов соответствуют позиции иерархии клана. Позиции от двоек до пятерок малых арканов соответствуют сознанию мага, обозначаемое как первый уровень магии, каста 4, уровень 1. Начиная с пятерок и до восьмерок, уровень сознания магов обозначается как второй, каста 4, уровень 2. С восьмерок до десяток уровень сознания магов обозначается как третий, каста 4, уровень 3. Начиная с валетов и до тузов, уровень сознания магов описывается как четвертый, каста 3, уровень 4. Маги уровня 1 имеют точку сборки, расположенную между анахата и вишудха чакрами. Это соответствует зелено-голубому цвету ауры. Маги уровня 2 имеют точку сборки между вишудха и аджна чакрами. Цвет ауры меняется от голубого к синему. Маги уровня 3 сознания имеют положение точки сборки в области аджна чакры. Это соответствует синему цвету ауры. Маги уровня 4 имеют положение точки сборки между аджна и сахасрара чакрами. Цвет ауры меняется от синего к фиолетовому. Иногда эта аура описывается как золотая, цвет расплавленного золота. Маги с уровнем сознания 1-3 находятся в физическом мире и имеют низкочастотное физическое тело. При переходе с уровня 3 на уровень 4 маг преобразует свое низкочастотное тело в высокочастотное ментальное тело. Такой переход называется вознесением. Область мира, куда перемещается сознание мага при вознесении, носит название магония. Ее можно описать как голову системы, используя аналогию с телом человека. Если рассмотреть модель, описывающую Землю как космический корабль, то можно сказать, что люди каст 1-3 находятся в пассажирском салоне. Маги уже являются членами экипажа. При этом маги уровня 1 соответствуют стюардам и взаимодействуют с пассажирами, практикующие маги. Маги уровня 2 уже являются специалистами и участвуют в управлении кораблем. Маги уровня 3 являются начальниками и младшими офицерами. Маги уровня 4 – старшими офицерами и находятся в командной рубке. Статус этой области системы можно определить как только для членов экипажа, и пассажирам вход воспрещен. Каждый из 4 стихийных кланов имеет собственную эмблему – малые арканы Таро. Клан огня обозначен мечами, клан земли – динариями, клан воды – чашами, а клан воздуха – жезлами. 2 дополнительных клана, не описанные в основной колоде, обозначены как розы для клана жизнь и черепа для клана смерть. В процессе развития маг проходит эволюцию, описанную в малых арканах Таро. Карты от двоек до десяток описывают практики, направленные на развитие особых способностей. Карты Таро являются одним из вариантов изложения священной книги Тотта. Изначально тексты были записаны жрецами дома Тотта на папирусы. Далее этот текст был спрятан в храме, построенном под Нилом. При строительстве храма воды реки были отведены в другое русло, а на осушенном дне реки был построен храм, который загерметизировали и вернули воды реки на место. При этом сделали несколько тайных входов с суши.
Храм был снабжен различными ловушками, предназначенными для защиты тайного знания. Существует несколько вариантов изложения этого текста. Одним из вариантов являются карты Таро, вторым – золотые пластины с текстом, третьим – каменные таблицы, скрижали. Согласно преданию, каменные скрижали были спрятаны на горе, где их нашел Моисей и переписал на пергамент. Этот текст носит название Тора. Карты, созданные на базе золотых таблиц, спрятанных в подземельях пирамиды Хеопса, получили название Таро. Предположительно, в основе священной книги Тота лежит информация о знаниях атлантов, полученная с техногенных носителей. Согласно преданию, в руки египтян попала читающая машина атлантов, аналог современных компьютеров. Эта машина, известная также как корона Верхнего Египта или шлем Ра, использовалась для установки программ непосредственно в сознание человека. Все полученные в ходе раскопок материалы можно было разделить на две части – техногенные технологии и магические. При существующем на тот момент уровне развития технологий вся техногенная информация была сведена в отдельный текст, который использовали для обучения техников, ремонтирующих найденные древние машины. В тот период, который египтологи называют додинастический, родившийся после гибели цивилизации маги Атлантиды, создавали империи. Археология была главной отраслью производства. Найденные артефакты поступали в мастерские, где ремонтировали все, что было можно восстановить путем перестановки блоков. Наиболее важными находками были разные виды оружия. Отремонтированные и заряженные образцы использовались в войнах против варваров. Другая категория материалов была связана с магией и магическими технологиями. В конце техногенной фазы развития цивилизация приходит к магическим технологиям. В основе этих технологий лежит способность человеческого сознания напрямую, без участия физического тела, воздействовать на мир. Такое воздействие связано с активизацией определенных зон мозга и механизмов сознания. Египтяне описали эту технологию в священной книге Тота. На первоначальных уровнях развития магических способностей эта технология позволяет лечить болезни и управлять погодой. На более высоких уровнях трансформировать объекты, преобразовывать вещество и создавать материю. Уже на ранних стадиях развития магических способностей маг получает возможность влиять на людей и может добиться определенного социального статуса. Именно власть над сознанием людей позволяет магам создавать империи. Полное сознание позволяет магам получить доступ к знаниям, которыми они владели в прошлых жизнях, в том числе к знаниям, полученным в период существования древних высокотехнологических цивилизаций. Например, к пониманию продвинутой модели мира, позволяющей создавать и использовать сложные техногенные устройства. В каждом воплощении маг пишет книги, содержащие доступные ему знания. Эти книги сами по себе становятся источниками силы и власти, изменяют мир и влияют на историю.